Друзья, всем привет! Сегодня мы на день рождения Андреевского спуска. Печерск молился, Подол работал. И Виктор Некрасов предложил городу праздновать день рождения здесь. Я хочу в туалет. Там какое-то привидение живет. Это не просто день рождения, а великолепное мероприятие одной улицы. Мы расскажем вам, как это происходит, а еще расскажем вам самые невероятные и самые секретные истории и места этой улицы. Меня зовут Антон Тараненко, и это мой влог «Визит Киев». Поехали! Проня Прокоповна и мистер Голохвастов. История неудачной любви и корыстной свадьбы. Но, как гласит легенда, именно здесь и сейчас, если вы потрете перстень госпожи Прони Прокоповны, то жена ваша будет верная, а в семье будет царить любовь и счастье. Ну и, конечно же, будет всегда удачная свадьба у молодожен, не так, как в этом случае. Ну и все будут счастливы. Свіжа преса, день народження Андріївського зводу. Дайте нам, Тримайте, будь ласка. О, дякую. Відкривайте. Ну що, так, і що там? Багато всього? Тут дуже багато цікавого. І дитячий, і для великих, і для... Тримайте, звісно. Все, пішли. Друзья, ну кто же ходит на день рождения один? Я любезно пригласил лучшего гида-экскурсовода, менеджера Киева Юлю Бевзенко со мной прогуляться. Юля, привет! Привет! Сегодня мы с вами вместе с Юлей покажем, что такое Андреевский спуск на его день рождения. А Юля нам пообещала рассказать о самых лучших местах. Юля, у меня есть программка. Так. Вот, смотри, тут как бы много всего интересного. Как думаешь, с чего начнем? Ты знаешь, программки это хорошо, но давай посмотрим что-то, что не входит в туристическую программу. Я уже купила нам билеты наверх на мою любимую панораму на Подол. Супер, начнем? Начнем. Кто жених? Я жених. Ты можешь шкварчить папироска. Вот ты понимаешь, вот так, хотел просто поработать женихом, а здесь уже все схвачено. Парни работают, сори. Я люблю этот вид, потому что это, наверное, единственное место в Киеве, где можно посмотреть на Подол, не поднимаясь никуда, ни на какие многоэтажки. И спасибо, что открыли эту площадку для всех, и для киевлян, и для туристов. Церковь закрыта на реставрацию до 2020 года, но подняться и посмотреть на этот вид, это круто, всего лишь 20 гривен, а если вы студент, то... Ну да, что такое 20 гривен? Да. Меньше, чем 1 евро. Да. Андреевский спуск, конечно, тоже мне нравится. Подол это было рабочее место, а Печерск молился, Подол работал. Андреевский спуск, когда-то просто старая дорога. Да, когда-то Соединяла да. верхний город и нижний. Мы сегодня не говорим верхний город, мы говорим Золотые ворота. Мы сегодня не говорим нижний город, мы говорим Подол. Кстати, почему называется Подол, знаешь? Ну, как бы низ, как мне кажется. По долу реки. А, по долу? Да, то есть абсолютно. не имеет никакого Поэтому отношения Подол платье к... то же самое. Подол... Замок Ричарда, которым когда-то бывал, конечно же, Ричард Львиное сердце. Дом, который построен, обожаю его, киевский кирпичный стиль, его называют дом терем, потому что он похож на терем. Слушай, ну я слышал историю про вот этот вот замок Ричарда, о том, что на самом деле это была такая мистическая история, он там всегда всем казалось, что там какое-то привидение живет, а все было просто какие-то бутылки, зашитые были при строительстве. И якобы человек, который заказывал рабочим этот дом, с ними не рассчитался, и они решили горлышки от бутылок зашить в стены, но еще и скорлупу от яиц, из-за которой идет запах. Поэтому, когда ветер, был гул. Вот сейчас мы стоим, ветрено стало, поэтому начался гул, поэтому из-за того, что он обанкротился, там никто не жил, он не успел продать и не успел заселить, все подумали, ну это мистика, там все привидения, поэтому там не живут. Давай пойдем на мое любимое место. Давай, оно какое? практически здесь, вот рядом, мы его видим. Я рекомендую туристам обязательно приезжать на Андреевский спуск, потому что это самая старая дорога, самая старая улица в Киеве, это улица-музей. Я рекомендую здесь всегда покупать вышиванки. Ребят, вот место, где сейчас играет саксофонист, я люблю его за дворик. То есть вот это кафе «Багет», это французское кафе. И здесь есть дворик с классными, пока лето и пока вот такая теплая осень, теплый сентябрь, да, с граффити, и там внутрь можно зайти, практически ты сидишь в холме. Это один из первых на сегодня секретных двориков от Юлии Бевзенко на Андреевском спуске. Очень красиво, очень классно.
очень доступно. Как тут кухня вкусная, можно Да, рекомендовать? здесь вкусно, здесь я могу сказать чуть-чуть выше среднего цены. Мгм. А Потому какая что все-таки кухня? это французский ресторан французский «Багет». ресторан. Да, ты помнишь, как 5 лет назад во Нет. время выпал Конечно, снег, я и тут здесь катался на катались сноуборде. Ты Я кат- катался на сноуборде. Скажи, у тебя есть По нарезка английски- кадров, чтобы мы сейчас показали эти фото? Я думаю, мы найдем обязательно фото, как здесь это было. Нам направо. Да, то есть на здесь аллею есть два художников. места. Вы спускаетесь по Андреевскому спуску, у вас за спиной остается Андреевская церковь. Налево пойдешь, выйдешь на новую обустроенную аллею и к Воздвиженке, Киевской Швейцарии. Пойдешь направо, попадешь на аллею художников и Одесский дворик. Спасибо. Вот я не скажу, что это одна из самых дорогих галерей, Да. если можно так сказать, под открытым небом Да. в городе Киев. Но не одна из самых дешевых точно. Тут разного вида и рода есть работы. $600. Вот видишь, то, о чем я тебе говорю. Да, Вот да, но готов отдать 100, но стоит 600. Если идти вдоль этой аллеи, вы дойдете, во-первых, до галереи D12, в котором проходят маркеты Да, все свои, вот это вот а классно. во-вторых, вы дойдете до фуникулера, под ним пройдете и подниметесь на Владимирскую горку. Кстати, вот эти вот камни, по которым мы идем, это камни, которые сделаны специально для того, чтобы вода по ним шла, когда Слушай, идет это дождь. те камни, которые уже перекладывали не так Да, давно? Да, А, это конечно, реконструкция. это новое, это реконструкция. Да. Сейчас с тобой снимаем уже здесь пару часов. Так. Я хочу в туалет. Ну, смотри, на самом деле я тоже хочу в туалет. Так. И Операторы? я не знаю, ребята, хотите в туалет? Люди. Во-первых, здесь Так. очень много заведений. И всегда Да. можно зайти и, собственно, исполнить все свои желания. Как я это делаю? Как Я ты это делаешь? Говорю, добрый день, я хочу в туалет, можно? И Слушай, всё. мне кажется, в Вообще не Киеве стыдюсь, вообще не стыдюсь, не проблема, ну, собственно, зайти. В Европе это норма. Если мы говорим про общественный туалет, Да. ребят, прямо, Вот так, направо, антиквариат, в сторону пейзажной аллеи, современный туалет со Стоит всеми 5 гривен. возможностями. 5 гривен, это даже не 1 евро. Мы сейчас повернем с вами во дворик, в секретный дворик, который называется «Гнездо-бар». Ух ты. И поворачиваем направо, там есть, первое, это бар. Второе, там есть продуктовый магазин. Тут нельзя снимать, но мы немножко снимем. Место очень классное. Есть прикольный вид на подвал. Очень все зелено. Такое ощущение, что вы сидите в каком-то дереве или дубе, и здесь же все происходит. Пока Юля договаривается, можно снять или нет, мы снимемся. Антон, давай покажем общую историю. И Виктор Некрасов предложил городу праздновать день рождения здесь. Поэтому с 1986 года улица начала приобретать такое массовое захопление То есть людей. изначально День Киева был на Андреевском Да. спуске. Юля, театр на Подоле. Театр на Подоле. Там какой-то Карабас-Барабас выступает. Вообще старое первое здание театра на Подоле вот здесь. И это 19 век. Но здесь всего 50 мест для зрителей. А Здесь сколько уже там мест? 253 или 256. И как тебе, ты знаешь, что это Да, самое скандальное? Мне Типа, нравится. вот и мне нравится. Пусть И наши зрители в министру... комментариях напишут. Да, кстати, напишите, как вам Как театр вам на это Подоле. здание? Те, кто был уже на пьесах, премьерах, напишите, как вам репертуар внешне. Нам с Юлей и, кстати, министру инфраструктуры тоже нравится. Мы находимся возле дома номер 13, того самого дома, где жил и работал Михаил Булгаков. Именно здесь он написал свой роман «Белая гвардия». Сейчас этот дом не такой страшный, по крайней мере сегодня. Там поют музыканты, а сзади этого дома находится прекрасная веранда. Такой себе тоже секретный дворик, где вы можете за 50 гривен попить чай на веранде, на которой пил чай сам Михаил Булгаков. Да. Окей, пойдем. А вот здесь можно попить чай. Друзья, на улице пошел дождь, и мы перебрались в очень уютное и очень крутое место. Центральный паб города Киева, в Арена-Сити Бирхаус. Это мое любимое место, и сегодня здесь мы будем отмечать день рождения Андреевского спуска. Андреевский, за тебя. У меня в руках бланш, одна из изюминок этого бара, нефильтрованное, австрское, сезонное пиво. В состав этого замечательного пива входит хмель, солод, апельсин, сушеное яблоко, цедра и кориандр. Вот этот микс дает просто невероятный вкус и очень приятное послевкусие. Это пиво отлично подходит ко всем холодным закускам. А также рекомендую попробовать с кольцами кальмаров
и с сырными палочками. Из закусок сегодня мы предпочли трио вяленой икры. Лимонелла, палтус и треска невероятно вписываются под бокал этого бланша. На самом деле, ребят, это не только вкусно, но еще и эксклюзивно. Плата такой вяленой икры стоит всего лишь $10. Бокал пива $2. Если нужна вышиванка, обычно я своим гостям рекомендую место на Андреевском спуске, вот здесь. Вот тут вот. Да, мы подпишем адрес этого дома. И также я еще рекомендую Народный дом Украины на Прорезной. Очень хорошее огромное место. здание. Согласен с И тобой. сувениры, и вышиванки там. То есть если не Андреевский спуск, то там. Если люди на Прорезной, то туда. Если на Андреевском спуске, то сюда. Мы уже дошли с тобой до начала Андреевского спуска и с другой стороны до конца Андреевского Да. спуска, потому что нумерация совершенно в обратную сторону идет. И мы дошли до Андреевского спуска 2D, и я сейчас тебе покажу скульптурку киевского сухого варенья. Это не просто скульптурка киевского сухого варенья, это какая скульптурка из твоей коллекции? По Шукай? счету? Да. 4-я или 5-я, уже забыла. Здесь стоит старое здание, оно трехэтажное, это 19 век. И здесь находится хостел, это лучший... Шестой год подряд лучший хостел Украины. Да. Dream Hostel. Согласен. И А здесь- и один из лучших хостелов Киева. Я бы даже Да. сказал, может быть, самый лучший. Самый лучший. Это правда очень классное место. Здесь не только хостел, не только классное кафе, но и одна из 8 пока скульптурок проекта Шука Юлии Бевзенко. Это такие небольшие, но очень важные символы города Киева. Юля создает такую коллекцию. Я очень надеюсь, что в следующем видео или через видео мы обязательно с Юлей сделаем полный такой обзор всех скульптурок с описанием, с небольшим рассказом о них на английском языке. Поэтому, Юля, Для твоих подписчиков. для моих Розыгрыш. подписчиков розыгрыш. Ребят, смотрите, значит, вот такая вот значок с сухим вареньем, о котором, собственно, идет речь, получит тот, кто Придумает следующий символ. скульптурки Да. Киева. Да. В комментариях под этим видео на канале Визит Киев, пожалуйста, пишите. И я думаю, Какую точно скульптурку так же. можно было бы оставить? Да. Совершенно верно. Установить. И мы еще сейчас разыграем один приз от наших партнеров, Народный дом Украины, сувениры. Пока что вот такая история. Оп, Юля, вот эта кепка Visit Kiev с брендом нашего YouTube-канала, наших видео и вообще, качество. собственно, очень классно. А ну-ка, Может быть, без розыгрыша мне оставить? тебе мы просто, может быть, подарим. Вот, здесь также есть вот такая история туристического бренда города Киева. Правда, она очень прикольная, смотрится хорошо, сидит на мальчиках не хуже, чем на девочках. Класс. Вот, собственно, вот такая кепка разыгрывается от Народного дома Украины, от нас. Пишите в комментариях, ребят, что бы любимое вы место в Киеве. хотели еще увидеть. Друзья, это был особенный выпуск. Спасибо, что посмотрели его до конца. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, пишите, какие места вы хотите увидеть еще в Киеве. И до встречи в следующий четверг. Вот так Антон Тараненко привел меня под венец и убежал. Бывает. Юрий Петрович, теперь мы вместе. Легко. Так, все, я ревную. Юля.